Всем привет, дорогие друзья! Ну, а мы продолжаем свое движение по трассе Р-280 Новороссия. Едем мы из Крыма в сторону Таганрога. И сегодня мы с вами посмотрим состояние дороги, обход знаменитого города Мелитополя, что находится в Запорожской области. Ну и вот вы видите указатели. Сам город, если ехать прямо, мы в него попадаем, но мы сворачиваем с вами направо и будем двигаться по объездной дороге Мелитополя и посмотрим, в каком состоянии этот участок дороги. Ну и город Мелитополь, как вы знаете, славится своей превосходной черешней, также медом и подсолнухами. Даже вот на въездной стеле эти три символа и указаны. Вот если внимательно посмотрите, у меня в начале ролика будет на заставке именно вот эта стела, эта фотография. Ну а мы двигаемся в объезд. Давно я здесь не ездил. Последний раз я здесь проезжал в 2008 году летом. Дорога была просто ужас. Ямы по колено фактически. Двигался там 10-15 километров в час. И это факт, как говорится, медицинский. Помню это прекрасно. Еще тогда, помню, пожалел, лучше бы я через город проехал. Можно было и через город проехать, но вот мы с вами двигаемся из Крыма. Уже несколько роликов я выпустил. Вот состояние дороги трассы Р-280 от административной границы с Крымом и до административной границы с Ростовской областью. Вот этот интервал, там 450-460 километров. И мы с вами оцениваем, потому что это вот альтернативный вариант проезда, если ехать с северных городов, там с Москвы, Санкт-Петербурга в сторону Крыма. Это альтернатива Крымскому мосту. Тем более постоянно там сейчас вот возле Крымского моста, по последним данным, там и 500, и 600 машин стоит. А здесь вот посмотрите, какая заполняемость этой трассы. Ехал я днем, еще очень сильно переживал, когда ехал. Думаю, может быть, будут вот пробки, фуры, и буду еле-еле ползти. Но нет, хорошая, нормальная крейсерская скорость, там от 90 до 110 километров в час. Конечно же, фуры есть, обгоняем их успешно в тех местах, где разрешено. Ну и двигаемся по этой трассе. Вот сейчас вы видите состояние дороги. Это именно обход Мелитополя. Если вот мысленно представить, вот сейчас мы двигаемся, то Мелитополь находится вдалеке у нас по левую сторону от дороги, от нашего движения. Ну и сейчас уже вот черешенка подходит, так что, ну, черешни, кстати, будет немного, потому что в этом году какой-то климат, какая-то погода была ужасная, ну и много, конечно, погибло вот не только черешни, но и других косточковых, плодовых, вот все, что мы с вами любим. Но она будет, но в меньшем количестве, конечно же, цены будут достаточно высокие, но, как вы знаете, мелитопольская черешня славится и считается самой лучшей на постсоветском пространстве. Так что приезжайте в Мелитополь за черешней. Я проезжал еще, ее не было, но вот сейчас уже самый срок. Ну и посмотрите, какая великолепная дорога. Это часть дороги Азовского кольца, которая будет полностью вокруг Азовского моря, 1427 километров, и вся дорога будет в четырехполосном исполнении. Сейчас пока вот этот кусок дороги, видим мы две полосы, по одной в каждую сторону. Интервал от границы с Ростовской области до Мариуполя практически четырехполосный, только населенные пункты там остались. Ну, а если брать вот от Мариуполя и до Джанкоя даже, тоже в двухполосном исполнении дорога, по полосе в каждую сторону. Но хочу сказать, что до Джанкоя, вот от Мариуполя до Джанкоя дорога приведена в нормативное состояние. Вот вся она такая, великолепная разметка. Вообще покрытие идеальное. Единственный, конечно, минус, что вот только две полосы, а так просто шикарно ехать. Ну и ложку дегтя в бочку меда, конечно же, всегда нужно добавить. От границы
Херсонской области с Крымом до Джанкоя дорога не очень хорошая, латаная, перелатанная, в заплатках вся. У меня есть видео, можете вот посмотреть. А здесь сами видите, погода, видимость просто великолепная дорога. По сравнению с тем, еще раз повторю, в 2008 году, я давно это было, конечно, ехал, и вот у меня была дилемма проехать по Мелитополю или по объездной. Ну, как все нормальные люди думают, что по объездной мы сэкономим время, и я поехал по объездной дороге. Ну, время не сэкономил. Яма на яме. Вот этот интервал просто это 10-12 километров в час ехал, боялся, чтобы не оставить подвеску и колеса в этих ямах. Ну, а сейчас просто шик, блеск. Так что вот сами смотрите и наслаждайтесь. Мелитополь это вот такой южный городок в Запорожской области. Население его сейчас приблизительно плюс-минус 145 тысяч человек. Ну и считается вот этот город, считается воротами в Крым. И крупный железнодорожный узел, вот, и раньше он был, тут очень много поездов через него идет в Крым. Ну, я думаю, что и со временем сейчас вот тоже все стабилизируется, и поезда пойдут через этот славный городок Мелитополь. Так что все еще впереди. Ну и эту дорогу ждет масштабная реконструкция, даже можно сказать масштабное строительство, и она еще прирастет вот двумя полосами. С какой они стороны будут, с левой или с правой, вот сказать не берусь, но точно будет. И задача поставлена для 2030 года все это построить, все это сделать. Ну, возможно, даже и раньше это сделают. Еще плюс задача поставлена съезды, сделать комфортабельные съезды от этой дороги к Азовскому морю. На протяжении всего движения по этой дороге вот Азовское море, и понастроить там курортов, и чтобы вот всегда можно было туда заехать. Ну вот, представляете, вы едете там из Москвы или с Костромы, или, я не знаю, из Тулы, и вот устали в пути, раз на этой дороге съехали к Азовскому морю, можно на денек-два остановиться, ну, кто по пути в Крым. А возможно и понравится, и скажет, не поедем мы в Крым, останемся здесь и проведем свой отпуск. Такое тоже возможно. Так что ехать нормально здесь все. Я вот несколько раз уже прокатился, много видео у меня есть по частям этой дороги, потому что достаточно долго всю показывать. Ну и кому интересно, кто вот сейчас разгар сезона как раз начинается, рассмотреть вот альтернативный маршрут к Крымскому мосту именно вот по этой дороге. Конечно, кто едет там из Краснодара или с других южных регионов, сюда ехать не вариант, потому что даешь большой круг. Это, конечно, лучше ехать через Крымский мост. А кто едет вот с северных регионов, вот интересно, Москва, северный регион, из Москвы там и других городов, то вот очень удобно здесь проехать будет. Ну а когда 4 полосы будет, так вообще со свистом пролетать можно будет. Многие часто спрашивают в комментариях, есть ли камеры скорости. Пока камер скорости на этом интервале вот от Ростовской области и до границы с Крымом камер я не зафиксировал. Специально смотрел, висят где-то в каком-то населенном пункте пару камер, но это еще остались с прошлых времен, они так их не сняли для остраски, как говорится. Ну и вот мы с вами проехали весь этот интервал, совершенно быстро проехали, и вот выезжаем мы на трассу. Если вот по левой стороне, вот прямо туда вы поедете в Мелитополь. Ну, а мы повернули направо и двигаемся с вами в сторону вот как раз Бердянска, Мариуполя и в сторону Таганрога по этой дороге. Ну, давайте немножко еще проедем по самой, собственно, трассе. Это уже не объездная, это уже вот полноценная, можно сказать. Ну, и там полноценная, но это вот уже дорога. Небольшой кусочек, Запорожская область. Трасса Р-280, Новороссия, присвоили ей название. Ну и вот бескрайние степные поля,
Запорожской области. Мариуполь у нас остается, извиняюсь, Мелитополь, Мариуполь, Мелитополь, все на этой дороге остается у нас за спиной, и мы с вами вот движемся с разрешенной скоростью, вот порядка 100 километров в час я еду. Ну, еще раз повторю, 90 можно. И обгоняем, где не запрещено. Ну, вот видите, одиночные фуры идут, они 80-90, как правило, больше они и не едут. Ну, километров 80, ну, для нас это маловато будет, конечно же, обгоним. Да еще и с практической точки зрения обгоняю, чтобы обзор был лучше, чтобы вам было видно не хвост фуры, вот этот фургон, а вот именно, собственно, саму дорогу. И вот видите, какое великолепное качество дороги. Сейчас я уже вот неоднократно говорил, масштабное строительство начинается. Это вот обход Мариуполя. Именно обход Мариуполя. Сейчас все машины двигаются, и грузовые, и легковые, двигаются через центр Мариуполя. Это, конечно, не дело. И начинают масштабный проект строительства обхода Мариуполя стоимостью 24,5 миллиарда рублей. 31,2 километра будет этот обход, 3 моста там будет, 6 транспортных развязок, 14 путепроводов. Ну и, конечно же, барьерные ограждения, разделяющие направление движения по 2 полосы в каждую сторону. Будет радикальная экономия времени, когда это все построят. Планируют этот обход Мариуполя построить до конца 2028 года. Ну, я уже неоднократно тоже заявлял, что, скорее всего, построят, ну, не гораздо раньше, но немножко раньше. Может быть, там в середине 28-го, а может быть и в начале 28-го. Такая вот трассировка трассы уже есть, проект есть, и подрядные организации дорожные уже приступили к работам. Так что вот такая она дорога, обход Мелитополя в Запорожской области, часть трассы Р-280. На этом все, дорогие друзья. До свидания. Подписывайтесь на канал.